Любой военный конфликт сопровождается множеством дезинформации, но особенно много ее в контексте ирано-израильского противостояния в июне 2025 года. Примечательно, что большая часть этого вранья высокопоставленных чиновников и политиков направлена на искажение сути конфликта и даже хронологии событий. Так, общеизвестным является тот факт, что именно Израиль 13 июня начал свою военную операцию против Ирана. Об этом много раз публично заявлял премьер Нетаньяху. Мы находимся в решающем моменте в истории Израиля. Некоторое время назад началась операция «Народ как лев». Наши отважные пилоты атакуют множество целей по всей территории Ирана. Да, мы знаем, что целями стали и ученые-ядерщики, которых уничтожали в собственных квартирах. Здание телецентра Ирана также превратилось в цель. Все это мир наблюдал на протяжении нескольких дней, поэтому совершенно непонятно, почему вдруг глава МИД Германии Йохан Вадефуль валяет дурака и публично лжет, не краснея, заявляя буквально следующее, цитирую: «Мы также самым решительным образом осуждаем неизбирательное нападение Ирана на территорию Израиля». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пошла еще дальше и призвала Тегеран воздержаться от ответных ударов. Тоже цитирую. Евросоюз призывает все стороны проявить максимальную сдержанность, немедленно деэскалировать ситуацию и воздерживаться от ответных действий. Да, формально она обратилась ко всем сторонам. Но раз начал операцию Израиль, то логично, что ответ сейчас дает Иран. И именно его просят не нагнетать, а как-то поспокойнее отнестись к уничтожению ряда объектов, где, может быть, разрабатывается ядерное оружие. Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций вообще пожаловался на жестокий ответ Ирана и призвал международное сообщество осудить ночную ракетную атаку. Молчание ООН – это не нейтралитет, а соучастие в иранском терроризме, сообщил он. Цитирую. «Иран продолжает свои варварские ракетные обстрелы населенных пунктов в Израиле с явным намерением нанести ущерб гражданскому населению. Мы требуем, чтобы ООН немедленно осудила иранские нападения», заявил Дэнни Данон. Ну, ведь Нетаньяху, когда начинал эту дерзкую и решительную операцию против Ирана, понимал, что безнаказанно бить не получится, и честно предупреждал израильтян, что ответ будет, но надо немножко потерпеть. В то же время я обязан сказать вам, у Ирана все еще остаются значительные возможности нанести нам урон, и к этому мы тоже готовы. Возникает вопрос, ну а для чего же тогда столько вранья без причины? Ответ прост. Историю пишут победители. И если Израиль победит, то все эти заявления будут уже новой версией истины, которую запишут в учебниках истории, а все остальные версии просто признают ложными.